Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок, на Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм-канал, Одноклассники, Контакт. На Ютубе ролики тоже выходят, но с небольшим опозданием, немножко другой график. Вот предлагаю связать такой красивый поясок. Очень часто у нас скапливаются какие-то остаточки пряжи, и мы не знаем, что с ними сделать. А если связать такой поясок, я думаю, он и к платью, и не обязательно вязаному, к любому, может быть на футболочку, может быть к джинсам, к юбочке, прекрасно подойдет. Вяжется очень-очень просто. Вот прям, я думаю, каждый сможет связать. Давайте попробуем. Набираем 11 воздушных петель. Так, вот уберу, чтобы видно было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 воздушных петель набрали. Держим пальчик. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. И там, где мы держим палец, в 11, да, в 11 воздушную петельку провязываем столбик с накидом. У нас должно получиться 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, считаем обязательно 5, 6, 7, 8, 9. Так, у меня что-то получилось лишнее, да? 10, 11. Если получилась петелька лишняя, ничего страшного. Мы ее потом спрячем. Вот так вот кончик раз и подожмем. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Разворачиваем вязание. И в первый же столбик вяжем столбик с одним накидом. 1 и 2. Воздушная петля. Внизу пропускаем 1 столбик. Вяжем 1 столбик и 2. Воздушная петля. Внизу пропускаем столбик. 1 и 2. Воздушная петелька. 1 пропускаем. И еще 2 столбика, которые у нас есть, мы довязываем. 5 воздушных петель. 1, 2, 4, 5. Разворачиваем вязание. И в первый столбик вяжем столбик. Вот эти у нас петелечки. Это взято из ажурного вязания брюгге. Есть такая техника. Где-то у меня были мастер-классы. Я вязала воротничок этой техникой. Где-то детскую юбочку вязала. Смотрите, в первом ряду и в третьем мы вяжем просто столбики по факту, как они у нас есть. Столбик с одним накидом. Там, где у нас воздушная петля, также провязываем столбик. Обязательно считаем, у нас должно быть 11 столбиков, ни больше, ни меньше. 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание в первый столбик. Столбик с одним накидом и еще один. В каждом четном ряду 2, 4 и так далее мы вяжем 2 столбика, воздушная петля, внизу пропускаем 2 столбика. То есть мы провязываем таким вот узором. Воздушная петля, внизу пропускаем столбик, вяжем 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Воздушная петля, внизу пропускаем столбик, 2 довязываем. То есть в каждом нечетном мы провязываем все столбики, в каждом четном 1, 2, 3, 4, 5. Вот такое ушко вяжем везде, 5 воздушных петель в первый столбик.
И вот таким абсолютно простым способом, согласитесь, он простой, столбик с одним накидом. Чередуем первый, второй ряд. И получаем очень простой и в то же время красивый, элегантный, тем не менее, немножко ажурный поясок. Поясок вяжем на ту длину, которая вам необходима. Вот такая получается нежная красота. Ушки придают такую вот интересность, необычность. Раз, два, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. И не забываем, что в четном ряду мы провязываем 1, 2. Воздушная петля. Внизу столбик пропускаем. 1, 2. Внизу воздушная петелька. Из каких-то буквально остаточков пряжи потребуется грамм 20. Я вязала. Мы сейчас с вами замерим. Вот такая красота. Вяжется в течение часа, наверное, можно связать. Вот. Длина, конечно, вам нужно просто-напросто замерить. Я сложила в 4 раза. 30 сантиметров, то есть получается 1,20 м. А вы уже вяжете на ту длину, которая вам необходима. Обязательно проглаживайте. Я прогладила через мокрую марлю с двух сторон и получила вот такой красивый поясочек. Пишите в комментариях, понравилась вам идея или нет, будете вы применять, свяжете, или это очень просто. Большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм. Я по возможности выкладываю ролики везде. На YouTube также выкладываю, но с небольшим опозданием. Там немножко другой график. Я вязала из слонимской пряжи 400 метров 100 грамм. Крючком 2,75. Расход очень небольшой. Надеюсь, вам все понравилось. Обязательно пишите в комментариях. Это очень-очень важно для меня. И до новых встреч. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Разворачиваем вязание. И в первый же столбик вяжем столбик с одним накидом. 1 и 2. Воздушная петля. Внизу пропускаем 1 столбик. Вяжем 1 столбик и 2. Воздушная петля. Внизу пропускаем столбик. 1 и 2. Воздушная петелька. 1 пропускаем. И еще 2 столбика, которые у нас есть, мы довязываем. 5 воздушных петель. 1, 2, 4, 5. Разворачиваем вязание. И в первый столбик вяжем столбик. Вот эти у нас петелечки. Это взято из ажурного вязания брюгге. Есть такая техника. Где-то у меня были мастер-классы. Я вязала воротничок этой техникой. Где-то детскую юбочку вязала. Смотрите, в первом ряду и в третьем мы вяжем просто столбики по факту, как они у нас есть. Столбик с одним накидом. Там, где у нас воздушная петля, также провязываем столбик. Обязательно считаем, у нас должно быть 11 столбиков, ни больше, ни меньше. 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание в первый столбик. Столбик с одним накидом и еще один. В каждом четном ряду 2, 4 и так далее мы вяжем 2 столбика, воздушная петля, внизу пропускаем 2 столбика. То есть мы провязываем таким вот узором. Воздушная петля, внизу пропускаем столбик, вяжем 1 столбик с накида
И второй столбик с накидом. Воздушная петля. Внизу пропускаем столбик, 2 довязываем. То есть в каждом нечетном мы провязываем все столбики. В каждом четном 1, 2, 3, 4, 5. Вот такое ушко вяжем везде. 5 воздушных петель в первый столбик. И вот таким абсолютно простым способом, согласитесь, он простой, столбик с одним накидом. Чередуем первый, второй ряд. И получаем очень простой и в то же время красивый, элегантный, тем не менее, немножко ажурный поясок. Поясок вяжем на ту длину, которая вам необходима. Вот такая получается нежная красота.